Приветствую вас на канале «Книги, истории, факты». В этом видео я хочу рассказать 150 фактов, которые полностью изменят представление о мире. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео. Это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, чтобы ничего не пропустить. Ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра. Начнем. 1. В 2012 году британец Уэсли Кэррингтон купил металлоискатель и, решив опробовать его, через 20 минут нашел золото римской эпохи стоимостью 100 тысяч фунтов. 2. Применение ботокса может подавлять эмпатию, способность испытывать глубокие эмоции, а также распознавать эмоции других людей, сочувствовать и сопереживать им. 3. На летних Олимпийских играх 1900 года было застрелено около 300 птиц. Это единственный случай в истории Олимпиады, когда в качестве мишени использовались живые существа. 4. Вороны запоминают лица людей, которые их кормят, и приносят им блестящие или интересные подарки, такие как пуговицы или бусины. 5. В настоящее время в Китае проживает вдвое больше монголов, чем в самой Монголии. 6. Тест Бекдел проверяет, есть ли в сюжете фильма по крайней мере две женщины, разговаривающие друг с другом не о мужчинах. Он показывает, что женщины в кино часто представлены только через отношения с мужчинами. Многие фильмы не проходят этот тест. 7. 74% матерей и 70% отцов в ходе анонимного опроса признались, что одного из своих детей любят больше остальных. 8. В 1973 году, разогнавшись на сверхзвуковом самолете «Конкорд» до скорости около 2500 км в час и синхронизировавшись с движением лунной тени, ученые наблюдали солнечное затмение в течение 74 минут. 9. Стоматология – одна из самых древних профессий. На человеческом черепе возрастом 9000 лет был найден гнилой зуб, намеренно очищенный и выскобленный специальным инструментом. 10. Первый в истории успешный копировальный аппарат для обычной бумаги Xerox 914 1959 года весил 300 килограммов и имел склонность к возгоранию при интенсивном использовании. 11. Самый длинный зафиксированный приступ непрерывного чихания произошел у 12-летней Донны Гриффитс из Англии. С января 1981 года она чихала 977 дней, делая в первый год около 1 миллиона чихов, в среднем по 2 в минуту. Позже интервалы между ними увеличились. 12. Вероятность рождения левши у матери старше 40 лет в 2 раза выше, чем у женщин до 30 лет. 13. Однажды создателя Linux, Линуса Торвальдса, укусил пингвин в австралийском зоопарке. После этого он полюбил этих птиц и позже сделал пингвина такса талисманом Linux. 14. На этой фотографии единственная сохранившаяся пьеса, написанная рукой Шекспира. 15. Немецкий поэт Фридрих Шиллер мог настроиться на творческий лад лишь тогда, когда на столе в его кабинете стояла тарелка с гнилыми яблоками. 16. Цирк Ронколи в Германии с 2018 года использует в представлениях трехмерные голограммы вместо живых животных. 17. При встряхивании контейнера с ореховой смесью самые крупные орехи, например, бразильские, всегда оказываются на поверхности. Это явление называют эффектом бразильского ореха. 18.
Гипотеза о том, что левое полушарие человеческого мозга отвечает за логику и интеллект, а правое за чувства и интуицию, не имеет под собой научных оснований. 19. В Бразилии есть озеро, где ежегодно собираются тысячи змей. Это остров змей Илья-да-Кейма-да-Гранди. Здесь обитает самая ядовитая в мире змея – островная ботрапс, укус которой способен расплавить ткань. Людям вход туда категорически запрещен. 20. В Канаде существует место, где компасы показывают не на север, а в стороны. Это район залива Гудзон. Там под поверхностью Земли находится огромная аномалия в земной коре, из-за которой магнитное поле искажено. Даже современные навигационные приборы дают сбои. 21. Древние римляне верили, что мрачные лица на похоронах могут расстроить душу умершего, а сердитый покойник сулит беды. Поэтому на погребальные церемонии приглашали профессиональных клоунов. Их задача заключалась в том, чтобы развлекать родственников шутками, гримасами и пантомимой, изображая самого усопшего. Клоуны надевали маски, копировали манеру поведения и голос покойного, и профессия похоронного клоуна считалась почетной и уважаемой. 22. Бананы обладают слабой радиоактивностью. Это связано с высоким содержанием калия, в составе которого присутствует природный изотоп калий-40. Любопытно, что в организме человека уже находится около 16 мг калия-40, поэтому мы примерно в 280 раз радиоактивнее одного банана. К тому же избыточный калий-40, полученный с пищей, выводится из организма всего за несколько часов. 23. Некоторые кометы пахнут. Спектральный анализ показал, что их хвосты содержат сероводород и аммиак, вещества, из-за которых комета Чурюмова-Герасименко пахнет смесью тухлых яиц и разлагающейся органики. Космос оказывается не только красивым, но и ароматно-экстремальным местом. 24. На глубине около 600 километров под поверхностью Земли может существовать алмазный дождь. Под огромным давлением углерод превращается в кристаллы, которые формируют микроскопические алмазы, настоящий сверкающий слой в недрах планеты. 25. Испанский конкистадор Франсиско де Орельяно назвал реку Амазонку после того, как в XVI веке его экспедиция подверглась нападению воинов, которыми, по его словам, руководили женщины. Это напомнило ему амазонок из греческих мифов. Любопытно, что само слово «амазонка», вероятно, имеет древнеиранское происхождение и переводится как «воин». 26. Каждую зиму у северных оленей цвет глаз меняется с золотистого на темно-синий. Это происходит потому, что их глазное яблоко способно адаптироваться к изменениям уровня освещения. 27. В Амазонке растет дерево купуасу, родственное какао, но его плоды пахнут одновременно шоколадом и ананасом. Из них делают десерты, соки и даже амазонский шоколад без единого грамма какао-бобов. 28. В Японии действует система пожизненного найма сюсин-койо. Крупные компании принимают сотрудников сразу после окончания учебы и сохраняют их в штате до пенсии. При отборе оценивают не конкретные навыки, а общий потенциал, после чего работников обучают, развивают и распределяют по ролям в интересах компании. 29. На Земле обитает около 8,7 миллионов видов животных, но науке удалось описать лишь примерно 2,16 миллиона. Это означает, что большая часть живых существ до сих пор не изучена и не классифицирована. 30. У человека примерно 60 тысяч мыслей в день, и большинство из них повторяются. Ученые выяснили, что около 80% наших мыслей — это вариации уже знакомых тем, что объясняет, почему мозг часто зацикливается на определенных переживаниях. 31. Совы не могут двигать глазами.
Их глазные яблоки имеют вытянутую трубчатую форму и закреплены в черепе. Поэтому, чтобы оглядеться, сова поворачивает голову почти на 270 градусов. Это делает ее взгляд особенно пронзительным и точным. 32. В Исландии есть место, где можно одновременно стоять между двумя континентами. Разлом Сильфра – разрыв между евразийской и североамериканской тектоническими плитами, и расстояние между ними увеличивается примерно на 2 см в год. Вода там настолько прозрачна, что видимость достигает 100 метров. 33. Если смешать воду с опилками и заморозить полученную смесь, такой лед будет таять очень медленно. Даже при комнатной температуре процесс может растянуться на недели. 34. В России, в Оймяконе, зарегистрирована одна из самых низких температур, когда-либо измеренных в обитаемых местах Земли – минус 71,2 градуса. При такой погоде воздух становится настолько густым, что дыхание буквально звенит, а металлические предметы могут примерзнуть к коже за доли секунды. 35. В центре нашей галактики находится сверхмассивная черная дыра – Стрелец-А. Она в 4 миллиона раз тяжелее Солнца, и свет от окружающих звезд буквально искривляется вокруг нее, создавая эффект космического водоворота. Ученые наблюдают, как она постепенно поглощает пыль и газ, излучая мощные вспышки энергии. 36. У Ярослава Мудрого было 7 детей, 4 сына и 3 дочери. Пока сыновья получили княжество и правили русскими землями, судьба дочерей сложилась за границей. Старшая, Анастасия, вышла замуж за венгерского герцога Андраша. Средняя, Елизавета, стала супругой норвежского короля Харальда. Младшая, Анна, уехала во Францию, где сначала стала женой короля Генриха I, а после его смерти вышла замуж за графа Рауля де Крепи. Так дочери Ярослава Мудрого вошли в правящие дома разных европейских стран. 37. В 2010 году семья, готовясь к выселению из-за ипотечных долгов, случайно обнаружила у себя комикс Action Comics номер 1 «Первое появление Супермена». Экземпляр оказался в отличном состоянии и был продан на аукционе за $436 тысяч, что позволило полностью закрыть долг и сохранить дом. 38. В 1966 году в Японии произошел резкий спад рождаемости, на примерно 500 тысяч детей меньше, чем в 1965 и 1967 годах. Причиной стало древнее суеверие, связанное с 60-летним календарным циклом. 1966 считался годом огненной лошади. По поверьям, девочки, рожденные в этот год, якобы приносят несчастье и могут погубить будущего мужа. Из-за этого многие японские семьи сознательно откладывали рождение детей, что и привело к демографическому провалу. 39. В Мексике есть река под водой – Синоте-Анджелита. Из-за разницы плотностей пресной и соленой воды подводный поток выглядит как настоящая подземная река со склонами и туманом из сероводорода. Водолазы называют это место биосферой в 2 слоях. 40. На спутнике Юпитера Ио постоянно происходят извержения. Это самый вулканически активный объект в Солнечной системе. Сотни вулканов выбрасывают серу и лаву на десятки километров, создавая пейзаж, напоминающий живую планету из фантастического фильма. 41. Ученые изобрели способ хранить информацию в ДНК. 1 грамм ДНК может вместить около 215 миллионов гигабайт. Это эквивалент 1000 современных серверов, упакованных в каплю вещества. Такое будущее хранилищ данных уже становится реальностью. 42. Во времена Екатерины II в России втайне чеканили голландские дукаты. В 1768 году в Российской империи была налажена секретная чеканка поддельных голландских дукатов,
широко обращавшихся по всей Европе. Монеты изготавливались с исключительной точностью и почти не отличались от подлинных. Над штемпелями работал ювелир Иоганн Гасс. Эти монеты, известные как лабанчики или арабчики, изначально предназначались для скрытых международных расчетов, а позднее начали использоваться и во внутреннем обращении. 43. В Китае есть гора Джанъе-Данся, одно из самых ярких чудес природы. Ее разноцветные полосы – результат миллионов лет эрозии и оседания песчаника с разными минералами. Когда солнце низко, горы переливаются всеми цветами радуги, словно кто-то разлил краски по склонам. 44. Есть вулкан, который извергает не лаву, а лед. На Марсе находится вулкан Олимп, самый высокий в Солнечной системе. Он настолько огромен, что его основание по размеру сопоставимо со всей территорией Франции, а вершина покрыта замерзшими облаками. 45. Озеро Хаяха, спрятанное в скалистых горах Колорадо, поражает своим необычным бирюзово-зеленым цветом. Такой оттенок воде придают мельчайшие частицы измельченного ледникового камня, каменная мука, отражающая солнечный свет. Из-за труднодоступности это место сохранило почти первозданную природу и считается одним из самых диких уголков скалистых гор. 46. У фламинго розовый цвет неприродный. В дикой среде их перья белые, но из-за каротиноидов в пище, ракушки и водоросли, их перья постепенно окрашиваются в розовый оттенок. Без такого рациона фламинго побледнеет. 47. Коренные американцы высаживали 3 сестер – тыкву, кукурузу и вьющуюся фасоль – рядом, потому что эти культуры отлично дополняют друг друга. Кукуруза служила опорой для фасоли, фасоль обогащала почву азотом и помогала удерживать кукурузу при ветре, а тыква сохраняла влагу и препятствовала росту сорняков. 48. Во время Второй мировой войны американская компания Bicycle по заказу правительства США выпускала специальные колоды для пленных в немецких тюрьмах. При намокании у карт отклеивалась рубашка, под которой скрывались топографические карты с маршрутами побега. 49. После атомной бомбардировки американцами Хиросимы второй целью был японский город Кокура. Однако из-за сильной облачности было принято решение действовать по запасному плану и атаковать Нагасаки. 50. В X-XI веках 80% территории современной Испании занимало мусульманское государство. 51. Рукокрылые – самые маневренные летуны на планете, куда более ловкие, чем птицы и насекомые. 52. В Чернобыльском реакторе обнаружены грибы, питающиеся радиацией с помощью радиосинтеза, превращая излучение в химическую энергию. 53. Выражение «альтер-эго» происходит от европейского обычая. Когда король передавал кому-то свою власть, он давал ему звание королевского второго «я» – «альтер-эго регис». 54. На этом фото легендарный наклон форварда в исполнении Майкла Джексона и его танцоров, бросающий вызов возможностям человеческого тела. Секрет этого трюка был в специально разработанной обуви. На подошве был установлен механизм, крепившийся на болт, прикрепленный к полу, что позволяло артистам выполнять наклон, сохраняя баланс и создавая впечатление невозможного движения. Изобретение было запатентовано Джексоном в 1993 году. 55. Строительство Саграда Фамилия началось в 1882 году. К 1906 году работы шли уже 24 года. Антонио Гауди возглавил проект в 1883 году и постепенно сформировал его уникальный стиль – природные формы, высокие шпили и глубокую религиозную символику. В то время были построены лишь части фасада Рождества и несколько шпилей. На фото видна совсем другая Барселона. Саграда Фамилия стояла на окраине города, вокруг были пустыри, мусор и паслись животные,
а не плотная застройка. Строительство продвигалось медленно, так как зависело от пожертвований, а позже его затормозили политические события и гражданская война в Испании. Поэтому базилика остается незавершенной уже более 100 лет. 56. На суше самым быстрым животным считается гепард. Он может разгоняться до примерно 112 км в час, но удерживать такую скорость всего 20-30 секунд. Гепард делает ставку на резкий рывок, а не на выносливость, потому что быстро перегревается. В воздухе рекорд принадлежит соколу Сапсану. Во время охотничьего пикирования он разгоняется до 389 км в час, складывая крылья и используя силу тяжести. Это необычный полет. Горизонтально сокол летает значительно медленнее, около 88-96 км в час. В воде самой быстрой рыбой часто называют парусника. Раньше ему приписывали скорость до 110 км в час, но эти данные спорные. Современные исследования показывают, что обычно он плавает со скоростью примерно 56-72 км в час. Все скорости примерные и могут отличаться в зависимости от условий, способов измерения и конкретного животного. 57. Когда речь заходит о долголетии, в мире животных есть настоящие рекордсмены. Некоторые виды живут в разы дольше большинства существ благодаря особенностям их организма. Изучая их, ученые лучше понимают, как работает старение и эволюция. Среди самых известных долгожителей – гренландская акула, галапагосская черепаха, гренландский кит и океанский куахок. Гренландская акула – самое долгоживущее позвоночное животное на планете. Она может прожить более 400 лет. Эти акулы обитают в холодных и глубоких водах Арктики и растут очень медленно. Половой зрелости они достигают только примерно к 150 годам. Считается, что медленный обмен веществ и холодная среда помогают им жить так долго. Галапагосские черепахи – символ спокойствия и выносливости на суше. Они могут жить около 190 лет и даже дольше. Черепахи медленно растут, мало стареют и хорошо приспособлены к жизни в условиях нехватки пищи и воды. Даже в пожилом возрасте они остаются активными и способны к размножению. Гренландский кит – один из самых долгоживущих млекопитающих. Некоторые особи живут более 200 лет. Эти киты приспособились к жизни в ледяных водах, у них большой размер тела, медленный обмен веществ и почти нет естественных врагов. Их организм хорошо сопротивляется болезням и возрастным изменениям, поэтому ученые активно их изучают. Океанский куахок – моллюск-рекордсмен, который может прожить более 500 лет. Он обитает в холодных водах Северной Атлантики и растет крайне медленно. Самый известный экземпляр по имени Минк прожил свыше 5 веков. Эти моллюски показывают, что долгожителями могут быть не только крупные животные, но и беспозвоночные. Все эти животные доказывают, что жизнь может длиться столетиями. Медленный рост, низкий обмен веществ и устойчивость к болезням помогают им выживать там, где другие виды не справляются. Их изучение помогает ученым лучше понять природу старения и сохранить баланс в экосистемах. 58. Эта птица не касалась земли 10 месяцев. Она ест, пьет и даже спит в полете. Знакомьтесь, черный стриж, абсолютный экстремал авиации среди птиц. 10 месяцев без посадки. Шведские орнитологи в 2016 году наблюдали за этими птичками и доказали, черные стрижи с августа по май вообще не приземляются. Все это время они живут в воздухе, охотятся, пьют дождевую воду и даже спят. Стриж поднимается на высоту 2-3 километра и засыпает, отключая одно полушарие мозга, второе продолжает контролировать полет. Плюс 1000 микроснов по 2-3 секунды в день. Это единственная птица с таким экстремальным режимом сна. Птичка почти не адаптирована для того, чтобы жить на поверхности. Если сядет на землю, может погибнуть. Лапки стрижа не для ходьбы.
Все пальцы направлены вперед, как крюки. Он может цепляться за стены и скалы, но почти не умеет взлетать с ровной поверхности. За один заход стриж может собрать до 1000 насекомых. За день съедает до трети собственного веса и пролетает сотни километров. Немного интересных цифр, которые демонстрируют фантастические возможности этой птички. Скорость до 120 км в час. За жизнь более 3 миллионов километров, 7 полетов до Луны и обратно. За время роста одного птенца приносят около 40 тысяч насекомых. 59. Стопа, у которой второй палец длиннее большого, известна как греческая стопа. В медицине она носит название «палец Мортона» по имени описавшего ее ортопеда Дадли Джо Мортона. Эта унаследованная особенность строения редко вызывает проблемы со здоровьем, хотя иногда может осложнить выбор обуви. Интересно, что на протяжении веков именно такая форма стопы считалась эстетическим эталоном. Она воплощала идеал гармонии в древнегреческой и римской скульптуре, а позже в произведениях эпохи Возрождения. Даже статуя свободы следует этому канону. Следы греческой стопы археологи находят и в кельтском искусстве, что говорит о ее широком культурном значении. Сегодня греческая стопа встречается примерно у 10-15% людей. 60. Стеллан Скарсгард ради роли в «Пиратах Карибского моря» сознательно предпочел классический грим современным технологиям motion capture. Остальные актеры приходили на площадку за пару минут до съемки, им ставили точки на лице и все. А я проводил в гримерке по 6 часов. Но мне это по-настоящему нравится наблюдать, как художники творят, вспоминает он. 61. В 1502 году Леонардо да Винчи сделал то, что даже сегодня кажется невозможным. Имея под рукой лишь линейки, компасы и транспортиры, он создал карту итальянского города Имолы, такую точную, что она почти не отличается от современных спутниковых снимков Google Maps. Леонардо измерял углы улиц, расстояние между домами, направление дорог, все вручную, шагами, наблюдением и чистой математикой. Никаких дронов, никаких спутников, только человек, который видел мир иначе. Его карта стала революцией в картографии. Идеальная перспектива, точные пропорции, невероятная детализация. Она до сих пор поражает ученых, как будто да Винчи заглянул на 500 лет вперед. Гений остается гением во всем, к чему прикасается. И эта карта – еще одно доказательство того, что для Леонардо границ не существовало. 62. В 17 веке ананас стоил как карета, около $8000 на современные деньги. Их не ели, их брали в аренду для вечеринок. Если в Лондоне второй половины 1600-х вы шли по улице с ананасом, вы были богаче всех вокруг. И нет, его почти никто не ел. Почему он был таким дорогим? Ананасы везли из тропиков, а в Европе их пытались выращивать в специальных отапливаемых теплицах. Их грели навозом и торфом, поддерживали постоянную температуру и влажность. Один плод рос 3 года и требовал ухода почти как породистая лошадь. Ананас ставили в центр стола как главное украшение банкета. Его носили на приемы и балы, чтобы показать уровень достатка. Съесть его считалось дикостью, примерно как сегодня порвать дизайнерскую сумку ради хайпа, хотя в соцсетях и не такое показывают. В Лондоне существовали службы аренды ананасов. Фрукт брали на вечер, демонстрировали гостям и утром возвращали владельцу. Один и тот же ананас мог поработать на десятки приемов подряд. В 1675 году садовник впервые вырастил ананас в Англии и торжественно вручил его королю Карлу II. Этот момент даже увековечили на официальном портрете кисти Хендрика Данка. Фрукт подавали как символ имперской мощи и контроля над заморскими колониями. 63. На фото самый узкий город в мире Яньцзинь, Китай.
Город, который пугает своей геометрией. Ширина варьируется от 30 до 300 метров, а вокруг пропасть. С дрона он выглядит нереально. Тонкая полоска многоэтажек, зажатая между отвесными скалами и бурной коричневой рекой Хэнцзян. Кажется, что стоит реке подняться на метр, и все дома просто сморят. Но нет, здесь живут тысячи людей, и никто даже не думает съезжать. Город возник здесь не случайно. В древности река была главной транспортной артерией для перевозки соли. Люди поселились тут, чтобы обслуживать торговлю, и многие не хотят уезжать, уже привыкли. Говорят, что горы на них не давят, а обнимают. Ущелье такое узкое, что город растет только вверх. Дома стоят на огромных бетонных сваях, как на курьих ножках. Когда река выходит из берегов, затапливаются только сваи, а жилье остается сухим. У каждого дома тут лодка, не для рыбалки, а на случай внезапного наводнения. У города есть только одна дорога. Если случается авария, жизнь останавливается. Самое странное, что люди здесь не просто выживают, они работают, торгуют, растят детей, ходят друг к другу в гости по одной единственной улице. Кто-то поднимается утром в горы собирать сливы и лекарственные травы, кто-то открывает кафе для туристов, которые приезжают посмотреть на город, который не должен был существовать. Кстати, сейчас, когда солевой бизнес не так актуален, именно туризм стал важным источником дохода для города. Город, который висит между водой и обрывом, и все равно живет. 64. Было время, когда искусство и жизнь были неразделимы, отражением наших историй, мечтаний и страхов. Каждый мазок, каждая скульптура, каждая инсталляция несли в себе замысел и глубину. Искусство не просто рассматривали, его ощущали, проживали и запоминали. Оно формировало пространство, меняло восприятие и питало душу. Сегодня современное искусство нередко создает тихую дистанцию. Минимализм, повторение и концептуальная абстракция могут сделать произведения холодными, вызывающими восхищение формой, но не чувствами. Лишенные нюансов, истории или эмоционального отклика, даже технически безупречные работы способны оставить нас равнодушными. Настоящее искусство удивляет, провоцирует и побуждает к размышлению. Когда эта искра исчезает, перед нами остаются предметы, а не переживания. 65. На могилу этой собаки вместо цветов кладут веточки. Доподлинно неизвестно, чья именно эта собака, но считается, что Рекс был питомцем Джона Стоу, давнего нью-йоркского торговца фруктами, который скончался в 1884 году, и их могилы расположены рядом. Считается, что он приносил ветки хозяину на обогрев, спасая его от холода. В течение многих лет посетители собирают в окрестностях палки и опавшие ветки и кладут их на лапы статуи. Статуя расположена под деревом, с которого падает много веток, поэтому людям легко оставлять небольшие подношения. Некоторые посетители также кладут фотографии своих питомцев, в том числе ушедших из жизни собак, как символическую просьбу к Рексу присмотреть за ними. 66. Джейсон Льюис стал первым человеком, который обошел весь мир, используя только свои мышцы. Он передвигался пешком, ездил на велосипеде и переплывал водоемы на гребных лодках. Его путешествие длилось 13 лет, за которые он столкнулся с нападениями крокодила и акулы, едва не погиб от сепсиса посреди океана, чудом избежал тюрьмы в Египте по обвинению в шпионаже, дважды перенес малярию и 3 раза стал жертвой ограблений. 67. Среди примерно 8 тысяч терракотовых воинов, созданных для защиты первого императора Китая, лишь один был найден почти идеально сохранившимся. Даже протектор на его обуви вырезан так, будто он вот-вот сделает шаг. Каждый солдат был вылеплен вручную более 2200 лет назад.
Ни копии, ни штамповка. Уникальные лица, прически, характеры, выражения, когда-то расписанные яркими красками, которые исчезли при первом дыхании воздуха. После смерти императора в 210-209 годах до нашей эры подземный комплекс охватили пожары. Кровли рушились. Армия выживала по осколкам, и то лишь благодаря десятилетиям кропотливой реставрации, словно кто-то собирал гигантский трехмерный пазл, рассыпавшийся веками ранее. Но главный секрет по-прежнему запечатан. Погребальная камера Цинь-Шихуана, сердца некрополя, до сих пор не вскрыта. Древний историк Сыма Тянь писал о реках жидкой ртути, текущих под небом из жемчужин, выложенных звездами. Современные исследования действительно фиксируют аномально высокий уровень ртути в почве, тихий шепот древних легенд. И потому терракотовая армия все еще стоит в тишине. Вечные стражи империи, которая спит под землей, нетронутая и ждущая своего часа. 68. До начала 20 века на юго-западе Франции, в регионе Ланд, можно было встретить удивительное зрелище – пастухи, шагающие на ходулях. Ходули давали им сразу несколько преимуществ. С высоты они видели стада на далеком расстоянии и могли быстрее заметить хищников. К тому же пересеченные болотистые земли Ланда было легче преодолевать именно так, длинными шагами, словно по воздуху. Этих людей называли ландцами, и они стали настоящим символом региона. Есть старые фотографии, где пастух на ходулях, опершись на длинный посох, сидит посреди поля и зорко следит за овцами. Сегодня ходули ландских пастухов уже история, но в старых хрониках они выглядят так, будто шагают не только над болотами, но и над временем. 69. В 1835 году человек, копавший пруд, обнаружил под землей нечто удивительное. 70-футовый туннель, полностью покрытый морскими раковинами, которые образовывали замысловатую мозаику площадью около 2000 квадратных футов и состоящую примерно из 4,6 миллиона раковин. Находка была сделана в Маргейте, Англия, когда Джеймс Ньюлов и его сын проникли в то, что сейчас известно как Ракушечный грот. Внутри каждая поверхность была покрыта аккуратно уложенными мидиями, морскими улитками, гребешками и устрицами. Грот был открыт для публики в 1838 году, но его происхождение и назначение до сих пор остаются загадкой. Некоторые считают, что это был древний храм, другие думают, что это была декоративная постройка или тайное место для встреч. Даже спустя почти 2 столетия Ракушечный грот по-прежнему вызывает удивление и любопытство. Кто его создал и зачем? 70. В 2017 году Равери Барибал, главный старшина маори в Королевском военно-морском флоте Новой Зеландии, стал первым действующим военнослужащим, которому официально разрешили носить полную татуировку моко на лице во время службы. После 20 лет службы Барибал подал заявление и получил разрешение на традиционную татуировку маори в соответствии с политикой военно-морского флота. Моко, нанесенное его братом, символизирует его культурную самобытность, военные достижения и жизненный путь. Тату-моко – это священная для маори практика, имеющая глубокий смысл, связанный с происхождением и жизненным опытом. Одобрение Барибала стало важным событием в деле признания культуры в вооруженных силах Новой Зеландии. Его пример вдохновил других, в том числе Мелани Хуата Лукас, первую женщину маори в военно-морском флоте, которая сделала моко кауае в форме. 71. Средняя толщина льда в Антарктиде составляет невероятные 2,16 километра. Представьте себе стену льда, возвышающуюся над всем Манхэттеном. Еще более умопомрачительно. В Терре-Адели лед достигает рекордных
4776 метров, накопленных за миллионы лет. 72. Во время аукционов в Небраска, США, более 200 фермеров хранили молчание, чтобы молодой человек по имени Дэвид мог выкупить ферму площадью 80 акров, которая принадлежала его семье на протяжении нескольких поколений. Когда он и его отец сделали ставку, ни один другой фермер не сделал их. Аукционист трижды запросил новые заявки, но ответа не последовало. Жест солидарности и уважения сообщества позволил Дэвиду вернуть свое семейное наследие. 73. Меч Гальгано – это реальный меч XII века, вонзенный в камень итальянским рыцарем Гальгано Гвидотти в 1180 году после того, как он решил отказаться от войны и стать отшельником. Меч находится в часовне возле Сиены и остается там по сей день, защищенный от вандалов стеклянным колпаком. Исследования меча показали, что он относится к XII веку и соответствует эпохе Гальгано. 74. Канадский черный волк – самый крупный волк в мире. Длина тела достигает 160 сантиметров, масса взрослого самца до 80 килограммов, отлично приспособлен для передвижения по глубокому снегу и жизни в суровых климатических условиях. Эти волки, в отличие от других своих собратьев, почти никогда не воют. 75. Фотограф Габриэль Бонфа даже не подозревал, что одно из самых редких и желанных животных сам придет к нему в гости. Гривистый волк – тот самый зверек, которого обычно мечтают увидеть где-то далеко, в саванне, и часами выслеживают безуспешно. А здесь случайная, почти домашняя встреча прямо рядом с его домом. «Самая неожиданная встреча года», — написал Бонфа, и трудно с ним не согласиться. Такие моменты дарит только сама природа. 76. Шабака – советская порода собаки, гибрид шакала и лайки. Другие названия – шалайка, собака Сулимова. Работают в аэропортах. Обладают экстраординарным нюхом. Всего в мире насчитывается около 100 особей. Сохраняют работоспособность при температурах от минус 70 до плюс 50 градусов. 77. На фото пчелы, которые возвращаются в улей с пыльцой. У них на задних лапках есть специальные корзины для пыльцы, которые функционируют как маленькие карманы, а щетинки и волоски позволяют все это удерживать. Пчелы сыграли огромную роль в эволюции живой природы и для роста биоразнообразия растений. Они оказались очень эффективными опылителями, подвинув в этой нише других насекомых. До появления пчел видов растений было в сотни раз меньше, так что красотой лугов и обилием фруктов мы во многом обязаны именно этим маленьким труженикам. 78. Спустя 30 лет на том же рынке. В 1987 году фотограф из Венгрии Аттила Манек сделал на рынке в Будапеште снимок матери и дочки, который в 2020 году получил широкую известность благодаря интернету и стал мемом. Всех покорил способ транспортировки ребенка, которым воспользовалась женщина. Когда автор снимка Аттила Манек узнал о популярности снимка, он признался, что не знает, кто выложил в интернет его давний снимок, но против этого ничего не имеет. И раз такое дело, почему бы не повторить фото с теми же героинями, только спустя 33 года, подумал Манек. И в 2020 году реализовал свою идею на том же месте и с теми же людьми. Фотографу не составило особого труда найти маму и ее дочку с фото, ведь они являются его женой Марти и дочкой Эника. 79. Форт Толукко – небольшое укрепление, возведенное в 1522 году нашей эры на восточном побережье Тернате, обращенном к Халмахере, расположенное в деревне Дуфа-Дуфа на краю города Тернате, на острове Тернате, одного из островов Малуку в современной Индонезии.
Это был один из колониальных фортов, построенных для контроля торговли специями гвоздики, которые до XVIII века встречались только на Малукских островах. Высота 6 метров. Каменный форт, сидящий на мысе около 10,5 метров над уровнем моря. 80. В Японии, если человек напился и лег прямо на асфальт, прохожие не трогают его, не снимают сторис и не вызывают полицию. Они просто ставят рядом бутылку воды или газировки, чтобы пробуждение подвыпившего было мягче. Иногда случается так, что вокруг человека образовывается целый бар с напитками в ассортименте, как на фото. Вот такая коллективная забота о братьях наших перебравших. 81. Дерните шелковую закладку, и пистолет выстрелит. Он стреляет даже когда книга закрыта. Пистолет изготовлен для Франческо Морозини, дожа Венеции, жившего в XVII веке, примерно в одно время с мушкетерами. Морозини был одним из лучших адмиралов своего времени и успешно сражался с турками. Однако венецианский дож очень боялся покушений, и даже когда шел в церковь, всегда брал с собой эту книгу. Закладка соединялась со спусковым крючком пистолета, вмонтированного в книгу. Тайное оружие не пригодилось. Морозини умер своей смертью в возрасте 74 лет. 82. Кевин Брикс, бывший офицер дорожного патруля Калифорнии, который остановил более 200 человек от непоправимого на мосту Золотые ворота. Когда Брикс находит человека, склонного к непоправимому, он обычно начинает с ним разговор, спрашивая, как у него дела, а затем спрашивает его планы на следующий день. Если у них нет планов на следующий день, он пытается строить планы вместе с ними, приглашая их вернуться на мост, если их план не сработает в конце дня. Изображение на экране сделано в 2005 году, когда Брикс потратил 60 минут, убеждая Кевина Бертия перелезть через перила моста. Бертия в итоге остался жив, женился, и в браке родилось несколько детей. Брикс получил прозвище «Страж Золотых ворот» за то, что спас жизни более 200 человек. 83. Думаете, в природе не бывает прямых линий? Еще как бывает. На фото кристалл перита, он же железный колчедан, смесь железа с серой. За схожесть с драгоценным металлом перит часто называют золотом дураков. Выглядит привлекательно, однако перит мало полезен. Раньше его использовали для добычи серной кислоты и серы, сейчас их можно получить гораздо дешевле. Поэтому, когда перит находят при разработке месторождения, просто выбрасывают. Иногда в нем можно найти вкрапления золота, их извлекают и после этого перит выбрасывают. Древние индейцы очень ценили этот кристалл и делали из него украшения. 84. Старинные башни Китая, о которых ничего не известно 1000 лет. Они тут стоят много столетий, однако никто не знает, кто и когда их построил. За звание самых древних небоскребов с ними вполне могут посоперничать башни в провинции Сычуань. Они тоже очень древние, а их высота порядка 60 метров. Впервые о них заговорили только в 1998 году. Тогда французская исследовательница Фредерик Даррагон отправилась в китайские горы изучать снежных барсов, однако ее внимание привлекли десятки каменных башен в местных селах. Конечно, прежде всего ее впечатлило то, что никто не знал, для чего эти сооружения были построены. Фредерик 5 лет изучала эти уникальные строения. Она нанесла их на карту, посчитала, проанализировала строительный материал и даже поднялась на те, которые не представляли особой опасности. Она пыталась отыскать информацию о гималайских небоскребах, но местные жители ничего о них не знали. По их словам, они тут были всегда. 85. Маленькие совята, пока не набрали достаточно сил и не развили свои мышцы, спят лежа на животе, поскольку их голова слишком тяжелая для того, чтобы сидеть или держаться на лапках, как взрослые совы. Это довольно милое и необычное поведение,
которая особенно впечатляет тех, кто впервые видит спящих совят. 86. В Японии ее называют деревом Рикудзен-таката, одинокой сосной, которая выстояла, когда в марте 2011 года чудовищное землетрясение и цунами унесли почти 19 тысяч жизней и смели с лица земли около 70 тысяч деревьев вдоль побережья. Чтобы сохранить это живое чудо, японские специалисты провели уникальную операцию. Они бережно заменили разрушенные корни и ствол синтетическими материалами, словно подарив дереву новое сердце. Это была настоящая ботаническая трансплантация, объединившая науку и желание сохранить надежду. Сегодня эта сосна возвышается над побережьем не просто как дерево, а как символ несгибаемости и возрождения. Она напоминает, даже когда все разрушено до основания, жизнь и надежда способны снова пустить корни и вырасти, тянувшись к небу. 87. Союзные технические подразделения, такие как Ми-9 и Управление стратегических служб, разработали специальную обувь для побега. Ее подошва была сконструирована особым образом. Пятка касалась земли первой, создавая отпечаток, будто человек шел в обратном направлении. Такие модифицированные подошвы встраивали в обычные на вид гражданские ботинки. Это позволяло агентам не выделяться из толпы, но при этом сбивать с толку патрули. Когда они проходили по грязи, снегу или рыхлой почве, следы вели в ложную сторону. Эту обувь выдавали вместе с другими скрытыми инструментами, шелковыми картами, компасами, встроенными в пуговицы, и небольшими лезвиями, спрятанными в одежде. Опытные следопыты в конечном итоге могли заметить необычный рисунок шагов, однако главная задача обуви заключалась в том, чтобы запутать охранников в первые мгновения погони. Этого часто хватало, чтобы бежавший агент получил необходимое время для отрыва от преследователей. 88. Когда Венеция осталась без воды. Уникальная операция 1956 года. В 1956 году произошло событие, которое сегодня звучит почти невероятно. Венеция осушила свои легендарные каналы впервые за несколько столетий. Масштабная инициатива под названием «Свольта ди Пополационе. Народная революция» стала одним из самых впечатляющих городских проектов XX века. Город оказался перед угрозой. За века на дне каналов накопились ил, мусор, отходы, которые ставили под удар не только навигацию, но и хрупкое архитектурное наследие. Для спасения Венеции объединились инженеры, рабочие и сотни добровольцев. Когда воду откачали, открылось почти фантастическое зрелище. Мутное дно, не видевшее света столетиями, затонувшие лодки, утерянные артефакты, старинные конструкции, скрытые под толщей воды. Бригады удалили тонны отложений, провели масштабные дноуглубительные работы и вернули каналам их прежнюю глубину и чистоту. Итог впечатлил даже искушенных жителей. Венеция буквально вздохнула, став чище, безопаснее и красивее. Для города это стало символом гражданской силы, единства и стремления сохранить свое культурное наследие. Осушение каналов 1956 года – редчайший эпизод, который навсегда вошел в историю как момент, когда Венеция показала, что способна защитить свою красоту даже от собственных глубин. 89. Это не картина. Природа веками лепила этого великана по одной ветке, по одному кольцу, по одному сезону. Глядя вверх с основания, это массивное дерево становится живым собором. Его навес образует идеальный зеленый купол на фоне неба. Каждый поворот коры и ветвящаяся конечность рассказывает историю пережитых штормов, лета тянулись к солнцу, а десятилетия превратились в тихую силу. Напоминание о том, что на создание некоторых величайших работ Земли требуются сотни лет.
90. Кокс – это ресторан, который был удостоен 2 звезд Мишлен и расположен на Фарерских островах в самом сердце скалистого архипелага в Северной Атлантике. Кухня ресторана известна своей приверженностью к использованию местных продуктов, включая рыбу, мясо и травы, которые собираются непосредственно на островах. Вдохновленный традициями Фарерских островов, ресторан предлагает уникальные блюда, которые часто акцентируют внимание на экстравагантных вкусах и представлении локальных продуктов. Также ресторан славится необычным, но элегантным подходом к оформлению блюд и глубоким уважением к природным богатствам региона. 91. Раковина наутилуса. Наутилусы – род головоногих моллюсков, из которых самым популярным видом является Наутилус помпилиус. Диаметр их раковины достигает 25 сантиметров. Наутилусы имеют интересное строение раковины. Она закручена в одной плоскости и поделена на камеры. Все камеры соединены между собой специальными клапанами. В самой большой камере находится моллюск. Остальные камеры выполняют роль балласта. Животное способно наполнять камеры воздухом или водой, тем самым меняет свою плавучесть. Если камеры заполнены водой, наутилус погружается, а если воздухом – всплывает. 92. Так называемая башня Рапунцель в Англии – это башня короля Альфреда, впечатляющий монумент, возвышающийся на 49 метров в небо. Башня строилась в течение 17 лет, с 1762 по 1779 год, архитектором Генри Флиткрофтом. На ее возведение было потрачено более 1 миллиона красных кирпичей, и она является яркой особенностью окружающей местности. Благодаря уникальному дизайну и возвышающемуся над землей облику башни, она является безошибочным ориентиром, вызывающим восхищение как своими масштабами, так и мастерством исполнения. Башня короля Альфреда имеет важное историческое значение. Считается, что именно здесь, в 878 году нашей эры, король Альфред Великий собрал свои войска, чтобы разгромить вторгшихся викингов в битве при Эдингтоне. Эта победа стала поворотным пунктом в истории Англии, поскольку лидерство Альфреда сыграло решающую роль в защите его королевства и формировании будущего нации. Таким образом, башня служит вечной данью уважения к этому поворотному моменту и неприходящему наследию Альфреда. Сегодня башня продолжает привлекать посетителей не только своим историческим значением, но и архитектурной элегантностью. Она является символом английского наследия, сочетая в себе легенду, историю и мастерство, и привлекает тех, кто очарован как историей, так и мастерством, которые позволили этому замечательному сооружению сохраниться на протяжении веков. 93. Серро де ла Эстрелья возвышается над восточной окраиной Мехико. Вулканический холм, возникший почти 100 тысяч лет назад из-за древних извержений, сегодня выглядит как каменная чаша, вырезанная в сердце современного мегаполиса. На его террасах, созданных природой и человеком, когда-то проходили ацтекские церемонии зажжения нового огня. Ритуал проводился каждые 52 года для обновления Вселенной и возвращения Солнца. Слои базальта, пепла и почвы образуют естественные амфитеатры, а археологические находки на склонах рассказывают истории паломников и священников. Стоя на краю, чувствуешь эхо пламени, которое когда-то обещало миру новый рассвет. 94. Герой без громких заголовков, но с великим делом. Том Брейн – инженер на пенсии, посвятивший четверть века своей жизни спасению редких сортов яблонь. Благодаря его труду около 1200 исчезающих сортов получили второй шанс на жизнь. Он собирал черенки по заброшенным садам, искал забытые деревья по старым картам и восстанавливал утраченное многообразие вкусов. Том не просто сохраняет яблоки, он сохраняет память и культуру садоводов прошлого. 95.
Пальцы мертвеца. Эти пальцы – плодовые тела гриба Ксилярия полиморфа. Они могут достигать 10 сантиметров в высоту. Произрастает ксилярия многообразная в Северной Америке и Европе на гниющих лиственных пнях и бревнах, как правило, у основания дерева или очень близко, но иногда может расти как будто из земли, там, где есть погребенные остатки древесины. Гриб несъедобен из-за деревянистой жесткости. 96. Доктор физики в 15 лет. Лоран Симмонс, 15-летний вундеркинд из бельгийского города Остенде, получил степень PhD, аналог нашей кандидатской, в области квантовой физики. Школу он окончил в 8 лет, в 9 уже поступил в университет в Эйндховене на факультет электротехники, однако университет не дал ему защитить степень бакалавра до 10 лет, решив, что родители оказывают на мальчика давление, поэтому семья решила перевести его в университет в Антверпене. Рекорд не удался, и Лоран получил степень бакалавра в 11 лет. Занимался микросхемами, моделирующими работу мозга. Магистром мальчик стал в 12. Его диссертация была посвящена корреляции между бозонными состояниями и черными дырами, а также изучению конденсатов Бозе Эйнштейна при экстремально низких температурах. В будущем он планирует разрабатывать искусственные человеческие органы и работать в области достижения бессмертия и создания сверхлюдей, объединить физику и медицину. Сразу после защиты этой диссертации он решил поступить на вторую докторскую программу по медицине, специализируясь на искусственном интеллекте. 97. Pepper X – самый острый перец в мире. Официально признан рекордсменом книги Гиннесса в 2023 году. Его острота – 2,69 миллиона по шкале Сковилла. Это более чем в 500 раз жгучее, чем халапеньо. Создатель Эд Карри, тот же, кто вывел каролинский жнец. Pepper X настолько мощный, что его не едят просто так, только в микродозах и чаще в составе экстремальных соусов. 98. Воробьи – не перелетные птицы. Они вроде бы совсем крошечки, а не боятся холодов. В самый сильный мороз воробьишки сидят на заснеженных деревьях, как шарики на новогодней елке. Своих малышей родители-воробьи кормят только насекомыми и сами не отказываются от них. Именно весной польза от воробьев наиболее заметна. Пара птиц за месяц съедает до 3 килограммов вредителей садов. Наверное, каждый видел, как прыткие воробушки барахтаются в прогретой солнышком луже. Это не только забавные игры, но и предвещание погоды. Если воробушки купаются в лужах, то будет солнышко. Чувствуя засуху, птичка купается в воде, а вот предчувствуя затяжные дождливые дни, она купается в песке и пыли. В Китае в середине 20 века случилось непоправимое. Воробьиное поголовье в свете борьбы за урожай было уничтожено под корень. И в стране наступил голод. Великий китайский голод. Гусеницы и жуки уничтожили все зерновые, ведь врагов их, воробьев, больше не было. Голодной смертью в 1959-1961 годах умерло от 16 до 45 миллионов человек. Это был самый массовый голодомор в истории человеческой цивилизации. Пришлось китайцам закупать воробья у соседей и разводить заново. С тех пор в Китае очень бережно относятся к воробьям. 99. Доспехи короля Генриха VIII – яркий пример ремесленного мастерства эпохи Ренессанса, но больше всего они известны одной бросающейся в глаза деталью – преувеличенным гульфиком. Это было не просто функциональное дополнение, а смелое заявление о мужественности, силе и плодовитости. В эпоху, когда внешний образ значил все, гульфик служил символом мощи короля и его династических амбиций. Созданный из стали и зачастую богато украшенный, он отражал как моду своего времени, так и стремление Генриха производить внушительное впечатление.
Эти легендарные доспехи остаются увлекательным артефактом, позволяющим понять переплетение политики, моды и пропаганды в тюдоровской Англии. В конечном итоге они служат мощным напоминанием о том, что даже одежду правители использовали для формирования своего наследия. 100. Статуя изображает женщину, сидящую в кресле, причем сбоку от фигуры имеется свободное пространство, где, как считают специалисты, располагался кремированный прах. Статуя выполнена из известняка. На штукатуренной поверхности фигуры видны следы краски, розовый румянец на щеках и красные полосы по краям накидки женщины. Скульптура найдена в Иберийском некрополе вблизи современного испанского города Баса, создана в IV веке до нашей эры. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео. И только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 101. Самая необычная профессия в мире – переворачиватель пингвинов. Ею владеют всего 2 человека на планете, и они работают на полярных станциях в Антарктиде. После взлета или посадки самолета они обходят аэродром и ставят на ноги пингвинов, которых звуковая волна переворачивает на спину. Проблема в том, что из такого положения птица сама выбраться не может, и в природе не бывает ситуаций, когда это происходит. Такая неприятность случается только из-за вмешательства человека, который и исправляет последствия. В настоящее время очень востребованы редкие профессии. Нужны специалисты, о которых большинство даже не подозревает. 102. Известный итальянский дайвер Энцо Майорка нырял рядом с Сиракузами вместе со своей дочерью Россаной, которая оставалась на лодке. Во время погружения он почувствовал легкий удар по спине. Обернувшись, он увидел дельфина. Затем понял, что дельфин не хочет играть, а пытается что-то передать. Животное нырнуло вниз, и Энцо последовал за ним. На глубине примерно 12 футов они обнаружили другого дельфина, запутавшегося в заброшенной рыбацкой сети. Майорка быстро попросил дочь передать ему нож для дайвинга и помочь. За несколько минут им удалось освободить дельфина, который из последних сил издал почти человеческий крик, как отметил сам Энцо. Дело в том, что дельфин может задерживать дыхание до 15 минут, после чего без воздуха начинает тонуть. Ослабленному освободившемуся дельфину Энцо, Россана и другой дельфин помогли подняться на поверхность. Оказалось, что это была дельфиниха, которая вскоре родила детеныша. Дельфин-отец, сделав круг, подплыл к Энцо, прикоснулся к его щеке, словно поцеловав, в знак благодарности, и уплыл. После случившегося Энцо сказал: «Пока человек не научится уважать природу и стараться понять животный мир, он никогда не узнает свое истинное место на Земле». 103. Если вы нашли по всем признакам мертвого ежа в холодные месяцы, не хороните его, не выбрасывайте в мусорное ведро. Никто не хочет видеть у себя во дворе или на дороге мертвое животное, но это может быть еж, впадающий в спячку с ноября по март. Они обычно роют ямы, чтобы оставаться в безопасности,
Но у нас все меньше и меньше зеленых насаждений, кустов или лесов, и им становится все труднее и труднее найти безопасное место, чтобы переночевать зимой. Некоторые могут прийти в ваш двор в поисках безопасности и тепла, чтобы впасть в спячку. Некоторые настолько утомлены поисками, что в конечном итоге спят в разных странных местах, например, на обочинах дорог или тротуарах. Во время спячки их сердечный ритм и общая работа организма немного замедляются в целях сохранения энергии, что может сбить человека с толку, что ежик мертв. В любом случае, если вы увидите неподвижного ежа, убедитесь, что он находится в безопасном и теплом месте и может пролежать 5 месяцев. Если вы нашли ежа у себя во дворе или где-то на улице, сделайте нору в картонной коробке и в сухом, безопасном и тихом месте, чтобы он мог провести там холодные месяцы. Ежики – вымирающий вид, совершенно безвредный и очень важный в нашей экосистеме. Они поедают жуков, улиток, лягушек, ящериц, змей, в том числе ядовитых. Они также уничтожают мышиные гнезда. Они не боятся ни пчел, ни ос. Еж может легко разрушить осиное гнездо и съесть его обитателей, не обращая внимания на их укусы. Ученые давно заметили иммунитет ежей к сильным ядам. Этот феномен противоядия до сих пор неизвестен ученым. Будьте осторожны, увидев ежа в холодные месяцы. Вам ничего не стоит помочь такому хрупкому животному. 104. Слои прошлого тихо выстраиваются здесь в единую вертикальную летопись Фатиха. На первый взгляд обычное здание, но сегодня оно стало маленькой легендой среди стамбульских улочек, потому что хранит в себе память города, сложенную из камня, глины и кирпича. Внизу древняя римская цистерна, веками скрытая под землей и пережившая землетрясение. Над ней византийские арки, все еще звучащие отголосками старинного рынка. Еще выше – османские следы и ранние республиканские перестройки, каждая из которых открывает новую страницу городской биографии. Перед нами оживший полимпсест, архитектура, которую создавали, переделывали и никогда полностью не стирали. Стамбул не просто хранит историю, он наслаивает ее, вплетает в повседневность и позволяет каждой эпохе разговаривать со следующей. 105. В 1880-х годах бабуин Чакма по имени Джек вошел в историю не за озорство, а за то, что работал железнодорожным сигнальщиком в Южной Африке. И да, ему платили деньгами и пенным. Джек принадлежал Джеймсу Джамперу Вайду, железнодорожному сигнальщику, который потерял обе ноги в результате несчастного случая на железной дороге. Чтобы помочь ему передвигаться и выполнять свою работу, Джеймс в 1881 году приютил Джека и обучил его толкать свою инвалидную коляску. Но Джек быстро доказал, что может гораздо больше. Вскоре Джек открывал ворота, приносил ключи, помогал в садоводстве и, что самое удивительное, управлял железнодорожными сигналами. Джеймс научил Джека распознавать, какой рычаг управляет той или иной колеей. Поначалу Джек следовал сигналам Джеймса, чтобы потянуть за нужный рычаг. Но вскоре ему уже не нужны были никакие подсказки. Он научился делать это самостоятельно. За все годы работы на станции Уитенхаге Джек не совершил ни одной ошибки. Он преданно работал под руководством Джеймса и стал местной легендой. То, что начиналось как практическое решение, превратилось в один из самых трогательных примеров командной работы человека и животного в истории. 106. Корона из капли молока. В улье тревожное затишье. Матка исчезла, единственная, кто держал колонию в гармонии. Без нее жизнь угасает, но паники нет. Ни одна пчела не мечется, не зовет на помощь. Улей просто начинает действовать. Рабочие выбирают несколько самых обычных личинок, тех, что вчера предназначались быть безымянными труженицами. Теперь их кормят особым веществом, маточным молочком, густой белой субстанцией, полной белков, гормонов и витаминов. Через несколько дней их тела меняются, из бесплодных существ рождаются будущие королевы. Вместо недель жизни –
годы, вместо службы – власть. И все же в них нет ни капли королевской крови. Их гены такие же, как у других. Королеву не выбирают, ее создают. Судьбу определяют не случай и не наследственность, а питание, уход и коллективное решение улья. Иногда старая матка пытается уничтожить соперниц еще в ячейках, но рабочие прячут одну, на всякий случай. Даже среди пчел предусмотрительность решает, кто выживет. 107. Уникальный случай произошел в Копенгагене в 1936 году. Затоварившийся мужскими демисезонными и зимними пальто продавец одежды придумал рекламный трюк. Он окружил свой универмаг строительными лесами и обвесил его с крыши до тротуара более чем 1000 пальто. Задумка удалась. Потенциальные покупатели набежали такими толпами, что для соблюдения порядка в очереди пришлось вызвать полицию. Полиция велела снять одежду, но все пальто были сняты не по просьбе полиции, а из-за того, что были распроданы. 108. Шрек существовал в реальности. Его звали Морис Тийе. Задолго до выхода мультфильма в 1903 году во Франции появился на свет человек с необычной внешностью. В зрелом возрасте у Тийе развилась акромегалия, редкое заболевание, из-за которого кости черепа, кистей и стоп продолжали расти. К 30 годам его лицо приобрело почти чудовищные черты. Но вместо того, чтобы скрыться от людей, Морис выбрал арену. Под именем «Французский ангел» он стал профессиональным рестлером и завоевал признание в США. Спустя десятилетия студия DreamWorks создала образ Шрека, и оказалось, что внешний персонаж был вдохновлен именно Тийе. Массивная челюсть, характерные черты лица, грубоватый, но в то же время добрый характер. 109. Диагноз был страшным. У Патрика Суэйзи обнаружили рак поджелудочной железы 4-й стадии. Врачи сказали, что жить осталось совсем немного. Он выслушал их слова, кивнул и тихо ответил: «Тогда мне лучше приступить к работе». Суэйзи не хотел сидеть дома и ждать конца. Он хотел чувствовать себя живым. Патрик продолжал сниматься в сериале «Чудовище». Проект был тяжелым. На площадке он проводил долгие часы. Трюки были сложными, съемки проходили быстро и напряженно. Но он приходил каждый день, стоял перед камерой так, будто никакой болезни не существовало. Иногда Суэйзи прислонялся к стене в перерывах между дублями, прятал под курткой трубки от капельницы. Люди видели боль в его глазах, но он не говорил об этом, не хотел жалости, не просил поблажек. Он просто хотел работать. Когда его спрашивали, как он справляется, Патрик улыбался. Он говорил, что не считает себя особенным, говорил, что хочет жить, пока может. Он понимал, что болезнь тяжелая, лечение приносило мучения, боль не уходила. Но Патрик привык смотреть в лицо трудностям и делал так всегда. Когда-то Суэйзи получил травму и лишился спортивной мечты. Он пережил этот удар, нашел себя в танцах и кино. Он шагнул дальше. Патрик часто говорил, что боль не останавливает человека. Она может стать учителем. На съемках он шутил, приносил еду для всей команды, старался поддержать других. Суэйзи выполнял трюки сам, хотя силы таяли с каждым днем. Он не хотел, чтобы страх заходил в комнату вместе с ним. Даже когда стал совсем худым, он держался прямо. Его воля оставалась твердой. Патрик говорил жене, что будет заниматься любимым делом до тех пор, пока сможет подняться утром. Он не хотел сдаваться, не хотел проживать свои последние дни в тишине и страхе. В одном из интервью Суэйзи сказал: «Ты не можешь победить смерть, но ты можешь заслужить ее». Он говорил это спокойно, с достоинством. Он не боялся. Суэйзи держал слово. Когда его жизнь подошла к концу в 2009 году, рядом была его Лиза. Он хотел доказать ей, что любовь сильнее смерти, и сделал это. Патрик остался рядом с ней своим светом, своим трудом, своим характером. Суэйзи ушел, но оставил за собой путь. Этот путь говорит каждому из нас одно простое и очень важное напоминание.
Не позволяй страху управлять твоей жизнью. Позволь любви делать это. 110. Дерево генерала Шермана возвышается в спокойном величии национального парка Секвойя в Калифорнии. Это крупнейшее известное живое дерево с одним стволом на всей планете. Его высота превышает 275 футов, а диаметр у основания более 36 футов. Оно не самое высокое и не самое широкое среди гигантских секвой, но по объему не знает себе равных. По оценкам, этому исполину более 2200 лет. Он пережил империи и эпохи, оставаясь немым стражем гор Сьерра-Невада. Толстая красно-коричневая кора, испещренная глубокими бороздами, защищает его от огня и вредителей. Живая летопись выживания. Люди подходят к нему почти благоговейно, тихо, будто боясь нарушить покой его раскидистых ветвей, тянущихся ввысь, словно древние колонны. Воздух вокруг кажется особенным, плотным от тишины, истории и изумления. У подножия Шермана остро ощущаешь свое место в мире. Насколько мы малы и насколько вечно может быть природа. Это не просто дерево, это живой монумент, укорененный в самом ходе времени. 111. Трилобиты в Санкт-Петербурге. Трилобиты — это небольшие морские существа, которые жили задолго до динозавров. Через Ленинградскую область проходит Балтийско-Ладожский глинт, природный уступ, который состоит из очень древних пород, возрастом до 450 миллионов лет. Из этих пород в Санкт-Петербурге и Ленинградской области всегда любили что-нибудь построить, поэтому весь город в древних ископаемых. 112. Какая река считается самой узкой в мире? С самой широкой рекой все понятно. Это Амазонка, которая в сухой период достигает ширины 9 километров, а в сезон дождей – до 40 километров. Но в Китае есть река, через которую можно легко перепрыгнуть. В провинции Внутренняя Монголия протекает река Хуалай, средняя ширина которой составляет всего 15 сантиметров, а в самом узком месте – лишь 4 сантиметра. При этом ее длина достигает 17 километров. Несмотря на такую узость, глубина реки достигает 50 сантиметров. Трудно поверить, что река Хуалай действительно существует, но, по мнению китайских специалистов, она течет уже минимум 10 тысяч лет. Исток реки находится в подземном источнике, а впадает она в озеро Далай-Нур, расположенное в заповеднике Хэсиктен. Хотя некоторые могут утверждать, что Хуалай слишком узкая, чтобы считаться рекой, на самом деле ширина не является основным критерием для различия рек и ручьев. Хуалай – это постоянный водоток, который течет круглый год, и в нем присутствуют все характерные признаки реки. В Китае эта река также известна как река Книжного моста, благодаря народной истории о мальчике, который, пытаясь перейти реку, споткнулся и уронил книгу на одно из узких мест Хуалая. Книга стала своеобразным мостиком для муравьев, которые пытались перебраться на другой берег, и с тех пор река получила такое название. Полагаю, что фотографии сделаны в период полноводья, а замеры ширины проводились в сухой сезон. Но в том, что Хуалай именно река, сомнений нет. Река – это постоянный природный водный поток с естественным течением воды от истока до устья, питающийся за счет поверхностного и подземного стока из своего бассейна. Русло – это наиболее пониженная часть долины, сформированная потоком воды, по которой перемещается основная часть донных наносов и сток воды в межень. 113. В 1927 году профессор физики Университета Квинсленда Томас Парнелл решил продемонстрировать своим студентам удивительное свойство некоторых материалов, которые кажутся твердыми, но на самом деле являются чрезвычайно вязкими жидкостями. Для этого он начал эксперимент, который впоследствии стал известен как опыт с капающим пеком. Парнелл нагрел образец пека, битума, залил его в стеклянную воронку
и оставил остывать в течение 3 лет. В 1930 году он удалил заглушку из нижней части воронки, позволив пеку медленно стекать под действием силы тяжести. Однако первая капля сформировалась и упала только в декабре 1938 года, спустя 8 лет после начала эксперимента. Интервалы между падениями последующих капель варьировались от 7 до 13 лет. Удивительно, но на протяжении десятилетий никому не удавалось непосредственно наблюдать момент падения капли. Даже когда в 2000 году была установлена веб-камера для круглосуточного наблюдения, 8-я капля упала в период, когда оборудование временно вышло из строя. Лишь в 2014 году удалось зафиксировать, как 9-я капля коснулась предыдущей, хотя процесс отделения от воронки не был полностью заснят. По состоянию на февраль 2025 года в рамках эксперимента упало 9 капель. Учитывая предыдущие интервалы, ожидается, что 10-я капля упадет в 2027 или 2028 году. Эксперимент продолжается, демонстрируя, что пек, кажущийся твердым, на самом деле является жидкостью с вязкостью примерно в 230 миллиардов раз превышающей вязкость воды. Этот уникальный эксперимент не только иллюстрирует удивительные свойства материалов, но и напоминает нам о важности терпения и долгосрочного наблюдения в науке. Для тех, кто хочет следить за развитием событий, Университет Квинсленда предоставляет возможность наблюдать за экспериментом в режиме реального времени через веб-камеру. 114. Горные козлы не знают, что такое гравитация. Они настолько грамотно распределяют вес, что могут ходить даже по отвесным скалам. 115. Трупная лилия перестала быть растением, но отрастила самый большой цветок. Рафлезии – довольно скромный род, к которому относится всего около 30 видов, и каждый вид обладает внушительными цветами. Среди них Рафлезия арнольда – бесспорный лидер. Ее цветы превышают в диаметре метр, а масса одного цветка может достигать 10 килограммов. Цветок, пожалуй, можно было бы назвать красивым, если не задумываться, что именно Рафлезия пытается имитировать. Но запах разлагающейся плоти не оставляет никаких сомнений. Цветок прикидывается мясом. 116. Олимп – гора, которая затмевает Эверест. На Марсе есть место, где земные вершины кажутся крошечными. Гора Олимп – это самый высокий вулкан в Солнечной системе. Ее высота около 22 километров, что в почти 3 раза выше Эвереста. Этот гигантский щитовой вулкан имеет диаметр около 600 километров. Из-за низкой гравитации на Марсе его склоны очень пологие, так что, поднимаясь на Олимп, вы даже не почувствовали бы, что карабкаетесь ввысь. Ученые считают, что Олимп был активен миллионы лет назад, а, возможно, и сейчас внутри него есть магма. А если бы человек стоял на его вершине, то из-за тонкой атмосферы он буквально возвышался бы над марсианскими облаками. 117. А почему же у львов самцы живут гораздо меньше, чем самки? Жизнь льва – это череда максимально не самых славных событий с довольно грустным финалом. Типа рождения, изгнание из родного прайда, попытки захватить другой прайд, захват другого прайда в смертельной битве, охрана прайда, изгнание из захваченного прайда, смерть, иногда затяжная. Так что да, самцы львов хоть и рождаются королями, но если и правят, то короткий срок, и обречены с самого рождения. 118. Почему гориллы имеют такую развитую мускулатуру, питаясь растениями? Несмотря на низкую энергетическую плотность растительности, объем съедаемого позволяет получать им достаточно калорий для поддержания большой массы. Для того у них имеется длинный кишечник с большим слипым отделом, в котором микробная ферментация разлагает целлюлозу и высвобождает жирные кислоты, которые служат значимым источником энергии. Плюс ко всему, гориллы экономно тратят энергию. У них низкая скорость метаболизма на массу тела по сравнению с мелкими приматами,
что уменьшает потребность в частом пополнении энергии. Но даже при этом взрослой горилле в день требуется около 30 килограммов пищи. 119. Граница в Беринговом проливе – это место, где Россия и США находятся на расстоянии всего 3,8 километров друг от друга, между островами Большой Диамет и Малый Диамет. Эта узкая полоса воды не только разделяет две страны, но и проходит по международной линии перемены дат, создавая поразительную разницу во времени в 21 час. Таким образом, огромный геополитический и временной разрыв можно охватить одним взглядом. 120. Озеро Титикака. Это то самое потрясающее озеро, которое находится прямо на границе между Перу и Боливией. Самое удивительное в нем то, что оно одно из самых высоких крупных озер в мире, расположенное примерно на высоте 3810 метров над уровнем моря. Оно еще и огромное, занимает площадь примерно 8300 квадратных километров, что просто поражает воображение. И еще интереснее, его глубина может достигать 281 метра, так что это не просто высокое озеро, но и весьма глубокое, с огромным объемом воды. 121. В Токио есть удивительное место – ресторан ошибочных заказов. Здесь официанты могут перепутать твой суп с чужими роллами, забыть ложку или принести кофе вместо чая. Но никто не сердится, ведь все знают, эти официанты живут с деменцией. И вот что происходит дальше. Ты смотришь, как пожилая женщина с улыбкой приносит тебе не то блюдо, что ты заказал, и вдруг понимаешь, в этом и есть очарование момента. Мир не рухнул, жизнь не остановилась, просто кто-то сделал ошибку. И ты улыбаешься в ответ. Ресторан создавали не ради шоу. Его идея показать, что даже когда память подводит, человек остается человеком, способным приносить радость, тепло и улыбку другим. Гости приходят сюда не только поесть, они приходят почувствовать жизнь, как она есть, немного сбивчивую, непредсказуемую, но все равно прекрасную. Ведь иногда, чтобы вспомнить вкус счастья, нужно просто получить не свой заказ. 122. Диорит – прочнейший минерал на Земле. Он не поддается ни щелочи, ни кислоте. Отлично выдерживает влияние внешней неблагоприятной среды и времени. Из-за долговечности диорит использовали, чтобы предметы из него дошли даже до нас спустя 3000–5000 лет. Ученые утверждают, что обработка диорита производилась с помощью камней, палок и медных трубок 3000 лет до нашей эры. Тогда не знали железа, и инструменты были примитивны. Может быть, современным строителям надо выдать палки и медь, чтобы строили нормально? А то какой-то регресс. 123. Эпоха динозавров определяется периодом между 243–65 миллионами лет назад, и, по мнению палеонтологов и геологов, существование этих зверушек завершилось в результате глобальной катастрофы неопределенного характера. Однако накопились тысячи недавних свидетельств о встречах человека с якобы вымершими рептилиями. Почти 70% таких встреч произошли вблизи водоемов, а в одной из пещер Австралии была найдена настенная роспись с изображением охоты аборигенов на типичного плезиозавра. 124. Сад Шазде, что переводится как «сад принца», представляет собой исторический персидский сад, расположенный в 6 километрах от города Махан в провинции Керман, Иран. Этот прямоугольный зеленый оазис, окруженный коричневой пустыней, был построен примерно в 1850 году для Мохаммада Хасан-хана Каджара Сардари Иравани, тюркская династия Каджаров, последняя тюркская династия, которая правила государством, называвшимся Иран, около 300 лет до 1925 года. Тюркские династии управляли этим государством почти 1000 лет. 125. Пата Сека. Раб, превращенный в машину по производству людей. В XIX веке в бразильском штате Сан-Паулу жил Роке Хосе Флоренсио, больше известный под прозвищем Пата Сека,
сухая лапа. Его рост был около 2 метров 18 сантиметров, и хозяева решили использовать его как, так сказать, племенного быка для рождения новых рабов. По легенде, у него появилось на свет от 200 до 300 детей. После отмены рабства он получил участок земли, женился и завел еще 9 детей. Говорят, он дожил до 130 лет, а на его похороны пришли тысячи человек. Местные уверяют, что до трети жителей их города – его потомки. 126. Семья из Германии живет в одном месте уже 3000 лет. Ученые установили, что семья Манфреда Хухтхаузена из деревушки Фёрсте, Нижняя Саксония, живет там непрерывно около 3000 лет. Об этом пишет Бильд. ДНК-анализ показал, что предки мужчины обитали всего в 2 километрах от его дома, в Лихтенштейнской пещере, где археологи нашли останки людей, захороненных около 1000 года до нашей эры. Тогда же там обнаружили бронзовые украшения, кости животных и следы погребальных костров. Исследователи считают, что эти древние жители Гарца торговали солью, белым золотом бронзового века. Директор местного музея отмечает, что по внешности они почти не отличались от современных потомков. «Я всегда думал, что наша семья тут давно, но чтобы 3000 лет», — смеется Хухтхаузен. 127. Уровень редкости запредельный. Иберийская рысь и так редкая, что практически сказочный персонаж. По оценке на 2005 год ее популяция составляла всего 100 особей. Максимально закрученные меры позволили поднять их численность до 2000 особей. Генетическое разнообразие у иберийской рыси ниже, чем у любых других известных представителей семейства кошачьих, включая гепардов, кратерных львов Нгоронгоро и евразийских рысей в Скандинавии. 128. Во время пребывания в Париже в 1717 году Петр I должен был нанести визит 7-летнему французскому королю Людовику XV. Французы не хотели давать первого места русскому царю, и для встречи малолетнего Людовика разместили так, чтобы как при встрече, так и во всех церемониях их король занимал первое место. Когда Петр прибыл в Королевский дворец, его встречали министры, маршалы и представители двора, а на крыльце стоял малолетний король. Посчитав невежливым идти впереди короля и одновременно не желая идти позади ребенка, к великой досаде всех придворных, Петр I взял маленького короля на руки и, троекратно расцеловав, вошел на лестницу вместе с ним, при этом сказал: «В моих руках вся Франция». 129. Пещера Коскер. Тайна, спрятанная под морем. Если вы думали, что самые крутые археологические находки — это Индиана Джонс, то держитесь, реальность гораздо эпичнее. Когда древние художники украшали стены, вход находился высоко над уровнем моря, но после последнего ледникового периода вода поднялась, и теперь путь к первобытному арт-музею лежит через подводный туннель. Это буквально единственная известная в мире украшенная пещера с подводным входом. Случайных туристов там точно нет, а вот первобытные картины пережили десятки тысяч лет. 130. 23 августа 1968 года на митинге Международной молодежной партии было объявлено о выдвижении свиньи по кличке Пегасус на пост президента США. Чуть позже полиция задержала Пегасуса и его сторонников за нарушение общественного порядка. 131. Библиотека Жуанина в Португалии – одна из 2 в мире библиотек, где колонии летучих мышей защищают книги от насекомых. Мыши охотятся ночью, и каждый вечер работники библиотеки накрывают книги кожаными листами, а утром очищают помещение от помета летучих мышей. 132.
Древнегреческий философ Анаксагор был арестован, сослан и чуть не казнен за то, что называл Солнце не божественным Гелиусом, а раскаленным булыжником. 133. Обновление программного обеспечения авиалайнеров Boeing 747 выполняется с помощью 3-дюймовых гибких дисков, известных также как обычная дискета. 134. Лилии очень ядовиты для кошек. Все растения рода лилейные содержат химическое вещество, способное необратимо повредить кошачьи почки. При проглатывании кошкой даже крошечного кусочка этого растения следует немедленно обратиться к ветеринару. 135. В Анкоридже на Аляске каждый год строят огромного снеговика, известного как Сноузилла. 136. Старейший музыкальный инструмент в мире, неандертальская флейта возрастом 60 тысяч лет, сделана из левой бедренной кости молодого пещерного медведя. 137. Сейчас вы видите сохранившийся хлеб из Помпей. 138. Древние египтяне спали на подушках из дерева, камня или слоновой кости. 139. Самое холодное место во Вселенной – туманность-бумеранг, облако пыли и газа, где температура составляет минус 272 градуса Цельсия, что всего на 1 градус выше абсолютного нуля, равного минус 273 градусам Цельсия. 140. Вешенки – хищные грибы. Они способны растворять и переваривать нематод, круглых червей, добывая из них азот. 141. Однажды Эйнштейн запатентовал дизайн новой оригинальной и украшенной блузки. 142. Непрозрачность воздуха, обусловленная скоплением в нем мельчайших частичек воды, это туман. Если же непрозрачность появляется из-за присутствия в воздухе частиц пыли или дыма, это мгла. 143. Большинство древнеегипетских правителей страдали ожирением, а вовсе не были стройными и мускулистыми, как на фресках. 144. Древние греки и римляне читали тексты вслух, бормоча их. Это было способом правильно понять написанное, поскольку внятной системы пунктуации не существовало. Между словами даже не было пробелов. 145. На полуострове Юкатан есть традиция носить живого жука рода Зофирус с инкрустированными драгоценными камнями в качестве украшения. Оно называется «живая брошь» или «макеч». 146. Выражение «вернуться в родные пенаты» происходит от названия древнеримских богов-хранителей домашнего очага – пенатов. 147. Потребовалось всего 4 человека и 4 дня, чтобы создать типичный 2,5-тонный блок Великой пирамиды при помощи таких же инструментов, что использовались древними египтянами – медных долот, деревянных молотков и тому подобного. 148. В начале 2014 года во время покупки Leeds United Массимо Челлино было объявлено об отставке главного тренера Брайана Макдермотта, но через 3 дня он вернулся на пост. Позже Челлино объяснил это недоразумением, он хотел заменить диван, couch, а не тренера, coach. 149. В советском мультфильме «Винни-Пуха» озвучивал Евгений Леонов, но его речь была ускорена примерно на 30%. 150. Слово «лазер» изначально аббревиатура, означающая усиление света посредством вынужденного излучения, английское Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, лазер. На этом я бы хотел закончить это видео со 150 фактами, которые полностью изменят представление о мире.
Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. В ходе исследования выяснилось, что в 50,8% случаев монетка падает на сторону, которая изначально была снизу. Вот такими у нас получились 150 фактов, которые полностью изменят представление о мире. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал «Книги, истории, факты», поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.